Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами очень интересным рецептом творожно-тыквенного пирога. Особенно этот пирог понравится любителям тыквы и не сильно сладкой выпечки. В общем, если вы еще не пробовали этот пирог, обязательно приготовьте, так как он не только очень вкусный, но еще и красивый получается. Итак, первым делом я очищаю тыкву. У меня половинка небольшой тыквы весом примерно грамм 800. Я уже вычистила все семечки и все лишнее внутри. То, что осталось, обрежу. Нарезанную ломтиками тыкву сразу делю на кусочки. Чем меньше кусочки, тем быстрее тыква сварится. Вот так ножом отрезаю шкурку и все лишнее. Отправляю тыкву отвариваться. Минут 15-20 после закипания будет достаточно, чтобы она проварилась и стала мягкой. А пока займусь приготовлением теста для коржа. Песочное тесто можно готовить по-разному. Здесь я смешиваю 100 грамм мягкого сливочного масла, добавляю буквально 3 столовые ложки сахара и немножко ванильного. Если вы любите более сладкое, то, конечно, можно добавить побольше. Растираю масло с сахаром и добавляю одно яйцо. Тоже его перемешиваю и вливаю 2 столовые ложки молока, чтобы тесто было более эластичным. И сюда же 220 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Муку добавляю в несколько этапов и вилкой все перемешиваю до однородности. Теперь всыпаю оставшуюся муку и замешиваю тесто руками в один сплошной комочек. Получается вот такое мягкое эластичное тесто. Теперь выкладываю тесто в форму. У меня разборная форма для выпекания диаметром 20 см. И разравниваю, делаю бортики. Вот так руками, все отлично получается. Отправляю тесто в холодильник минут на 30, а пока займусь начинками. Первая творожная. Для нее я использую 400 грамм творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки сметаны, чтобы масса не была слишком густой. Немного ложкой все перемешиваю, разминаю творог и дальше с помощью погружного блендера перебиваю все в однородную массу. У меня на это уходит минутки 3. Теперь сюда же добавляю 1 ложку столовую картофельного крахмала, перемешиваю. Вот такая консистенция на вид у меня получается, похоже на густую сметану. Отставляю и буду готовить начинку из тыквы. Тыква у меня сварилась, я ее немножко остудила, добавляю также 3 столовые ложки сахара, немножко корицы, так, кстати, очень вкусно. И также погружным блендером делаю вот такую тыквенную кашицу. Сюда же 1 столовую ложку крахмала перемешиваю. Так, достаю форму с тестом и начинаю закладывать начинки моего пирога. Сначала ложку творожной массы, она более густая и будет держать все остальное на себе. Затем ложку тыквенного пюре. И так чередуя выкладываю, для того, чтобы получился красивый тортик зебра. Если начинка плохо совсем растекается, я вот так вот потрушиваю форму, и оно прекрасно все распределяется. Последняя ложка творожная для красоты. И немножко вот так вот пальчиком опускаю края бортиков поближе к начинке. Ну и все, теперь отправляю выпекаться в разогретую духовку до 190 градусов. Сначала на 10 минут, затем уменьшаю температуру до 170 градусов и выпекаю еще 40 минут. Даю пирогу остыть и можно пить чай. Всем приятного аппетита! Пока!